В конце мая мною была приобретена двушка на 4-м этаже обычной хрущевки. Планировка для нашего города оказалась довольно редкой, но для меня оказалась именно тем, что искал. В квартире до продажи около 15 лет никто не проживал, даже не сдавалось. Хозяин говорил, что купил сыну, но он уехал за границу и категорически отказался возвращаться. В общем, ремонт было решено частично делать самому, так как незадолго до покупки я ушел с работы, и времени у меня было предостаточно. Ну и само собой хотелось немного сэкономить. Начинал я с балкона. За 15 лет голуби умудрились все изрядно обгадить. Разобрал, оставив только металлический каркас. Выгреб оттуда 4 мешка голубиного дерьма, гнезд, скелетов и прочего мусора. Короче, в первую очередь организовал себе место для отдыха. Далее собрал весь хлам, лежавший в квартире, и оторвал все, что плохо держалось. Плитка в ванной и туалете, умывальники и тому подобный мусор. После того, как квартира была полностью освобождена от пережитков прошлого, было принято решение приступить к обивке стен от штукатурки. После пришло время полов. Спасибо, хоть не стяжка, а деревянные. Быстренько порезал болгаркой и посрывал все кусками. Выносить доски на улицу не пришлось. Нашел мужика, которому нужна была древесина. Приехали ребята, сами все вынесли и загрузили. Далее было решено снести стену между ванной и туалетом, а также снести часть стены в детскую, чтобы перенести дверь в комнату на полметра дальше и расширить кладовку для размещения шкафа-купе. Пока искал людей на штукатурку и стяжку, занялся электрикой. Сам хоть и не электрик, но особо сложного в этом ничего не видел, поэтому решил все сделать сам. Разводил все это дело в гофре по потолку, штробил каналы перфоратором и белил болгаркой. После стяжки меня ожидало веселье с установкой дверей. Нашел установщика со средней ценой по городу, тот принялся за установку первой двери. Пока собирал коробку, я носил плитку в квартиру и наблюдал краем глаза за этим действием. В итоге, когда он все вырезал и установил, я посмотрел на результат и ужаснулся. Короче, после первой же двери мы с ним расстались, а я поехал подбирать герметик для всего этого дела. Остальные двери устанавливал уже сам. Следующим этапом была плитка. Договорился с тем же человеком, который заливал стяжку. Пол в коридоре и кухне был закончен относительно быстро, а вот в ванной, как всегда, началось веселье. То у него температура, то ребенок заболел, то еще какая-нибудь ерунда. Но конечной точкой стал случай, когда он отпросился на обед. Договорились через час встретиться на квартире. В итоге позвонил полубухой и говорит, мол, сегодня не получится. Короче, на этом мы с ними распрощались, и в этот вечер плитку я заканчивал класть сам. В итоге понял, что и в этом особо сложного ничего нет. Сделал заодно порог в комнате и пол на балконе. Потолки в коридоре, кухне и в ванной сделал из гипсокартона. В комнаты заказал натяжные матовые. Обои клеил вместе с тещей, но о таких вещах, как укладка линолеума, особо и рассказывать-то нечего. Пару дней полежал и можно прибивать плинтуса. С выбором цвета особо не заморачивался, брал один цвет на всю квартиру. Далее дело оставалось в принципе за малым. В основном мелкая косметика и мебель. По детской особых задач не было, разместилось все как-то само собой. С учетом расширения ниши под шкаф в коридоре образовалось отличное место под шкаф-купе в детской. Задача на кухне была разместить все, включая холодильник, чтобы при этом была хоть какая-нибудь поверхность для готовки, полноразмерная плита и могли присесть покушать 4 человека. Вся кухня делалась на заказ. Ну и собственно зал, он же спальня. Думаю, все уже поняли, что хотелось, чтобы было место и поспать, и гостей принять, если что. Поэтому я нещадно навтыкал мебель как мог. Конечно, сделано еще далеко не все, хватает еще мелочей, за которые уже даже желания браться нету, но потихоньку как-нибудь доделаю. Итак, друзья, а что вы думаете о таком ремонте обычной двухкомнатной хрущевки? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно. А с вами был Бариман, всем добра.